Привет, друзья! Меня зовут Владимир Исаев, и сегодня мне позвонили наши продюсеры и спросили меня, могу ли я помочь разобраться, какой дилей лучше, аналоговый или цифровой? На что я ответил, как я могу сказать, какой лучше? Они же разные. Давайте послушаем вместе и разберемся, какой подходит именно вам. А помогут в этом вопросе нам разобраться два дилея от компании TC Electronic. Это цифровой дилей The Profit Digital Delay и аналоговый EchoBrain аналоговый дилей, Analog Delay. Взяли мы их, потому что они максимально идентичны, при том, что они разные. Идентичны они в чем? Органы управления. Никаких тап-темпа, никаких стерео. Все очень просто. Буквально по 3 ручки у каждого. Это ручки времени задержки, микса, то есть громкости повтора, и количество повторов. Единственное, у цифрового есть небольшой регулятор, которым мы можем изменять максимальное и минимальное время задержки, что часто встречается на цифровых дилеях. Смотри знаменитые DD3, да и вообще DD-серию от компании Boss. Во всем остальном True Bypass просто одинаковый форм-фактор, одинаковый вес. Единственная разница — это звук. Хотя, казалось бы, вот, допустим, вы только начали играть на гитаре, и вы хотите тот самый звук дилея, который вы знаете, что он есть, знаете, что он существует, но совершенно не понимаете, какой он бывает. И вот вы приходите, а здесь 2 коробочки, на них на обоих написано дилей, какую же выбрать? На самом деле они нужны обе, естественно, я не могу по-другому сказать, но задачи их совершенно разные. Вот исходя из задач, и надо его выбирать. Давайте начнем с цифрового дилея и посмотрим, как он работает, в чем его плюсы и в чем его минусы. Для начала, какой у нас звук сухой, совершенно без дилеев. У меня в руках гитара с 3 синглами, похожая на Stratocaster. Звучит на чистом звуке она как-то так. Да, можно чуть-чуть погрязнее. Это примерно такой вот чистый звук меня устраивает на подобных гитарах. Что будет, если мы добавим к нему дилей, у которого все ручки стоят по центру? Цифровой дилей. Первое, что замечаешь, дилея очень много. Понятно, что микс стоит практически на максимуме здесь у конкретно этой педали. Если я поставлю совсем на максимум микс, он уберет сухой канал гитары. Где-то по центру у нас баланс в громкости между сухой гитарой и дилеем. Но прежде всего атака, само первое звучание у ноты дилея очень-очень похожа на саму гитару. Да? То есть давайте попробуем сделать подлиннее время задержки и поменьше повтор. Хотя где-то так и оставим, чтобы послушать, как развивается звук в задержке. Может, даже побольше повторов. Как мы слышим, повтор абсолютно идентичен оригинальному звуку гитары. Это часто нам помогает создавать, скажем так, создавать партии, в которых дилей играет значительную роль. То есть слышно, что я играю нот в 2 раза меньше, чем звучит. Да, это довольно забавный эффект. При этом, естественно, если я сильно уменьшу микс, да, при тех же параметрах
дилей перестанет настолько активно лезть поверх партии. Если я, например, включу distortion, то, скорее всего, такой дилей даже не будет сильно налезать поверх партии ритм-гитары. Ну, много повторов. Если я сделаю повторов поменьше и время задержки поменьше. Понятно, что, возможно, многовато, но, тем не менее, аналоговый дилей можно попробовать использовать и в таком контексте. Если мы сделаем, например, цифровой дилей можно использовать и в таком контексте. Если мы сделаем время задержки еще чуть-чуть меньше, то мы начинаем вылезать в территорию так называемого slapback дилея. Да? Послушаем, как он звучит. Slapback — это дилей, который происходит практически мгновенно, где-то в районе 30-60 миллисекунд. Если слишком много повторов делать, это уже звучит довольно странно, особенно если мы играем ноты, а не просто по одной. Звук, конечно, загадочный, но довольно странный. Но если убрать репиты, убрать повторы, то будет просто такая коробочка. Убираем немножко из микса, и вот у нас такой довольно винтажный звучок. Создает, да, ощущение какой-то старой пленки. Короче, раньше было довольно популярно. Если вы играете серф-рок, то slapback — это довольно полезная штука. Цифровой дилей хороший выбор для того, чтобы делать slapback дилей. Однако, возможно, не лучший. Возможно, для этого вам понадобится аналоговый дилей. Давайте сравним сразу же. Да? Вернем все положения ручек на центр и сравним, как звучит цифровой и аналоговый дилей. Чувствуете, да? Это совершенно разные вещи. Давайте сразу повторчиков побольше. Может быть, не настолько. А то аналоговый дилей сразу начинает делать свои эти фишечки. Но к ним мы еще вернемся. Повторчиков побольше, время задержки побольше. И попробуем послушать, как звучит в развитии аналоговый дилей. Обращу внимание, что даже при значении микса, да, максимальном, при том, что мы не убираем оригинальную гитару, оригинальную гитару все равно слышно сильно лучше, чем в цифровом дилее. Аналоговый дилей — это дилей, который нужен для того, чтобы создавать подушку эмбиенса под вашей игрой, а не для того, чтобы быть отдельным инструментом. Да, допустим, я поставлю, да, время задержки все еще может быть большим, но вот в миксе я его подуберу. И давайте посмотрим, что просто я просто играю перебор без дилея. А вот я делаю то же самое, но теперь с дилеем. Как будто, да, добавилось пространство, как будто добавился какой-то интерес, какой-то легкий артефактик появился, да, на заднем плане.
Все самые простые партии, самые обычные, они получают свою вот эту подушку объема. Если вы используете обычно в своей игре только ревер и совсем не используете дилей, потому что вам кажется, что дилей это слишком агрессивно, и он слишком сильно наплывает на вашу игру, попробуйте использовать аналоговый дилей. Аналоговый дилей славится как раз тем, что он создает просто фон, просто подушка. Сделать так, чтобы аналоговый дилей вылез на первый план, это действительно довольно сложная задача, и главное, непонятно, зачем эту задачу вообще попытаться осуществить, да, попытаться реализовать, если для этого существует цифровой дилей, для того, чтобы повтор был ярким и был слышимым. Здесь же задача совершенно другая. Это дилей, который некоторые музыканты вообще не выключают во время игры никогда. Он всегда играет на заднем плане. Да, давайте попробуем сделать дилей совсем коротеньким, вот таким. Да, и снова, как слэпбэк, попробуем его использовать. Включу средний перегрузик такой. Вот без него. А вот с ним. Не всегда понятно, что конкретно изменилось в звуке. Просто добавился объем, добавилась какая-то профессиональность, что ли, звучания. Опять же, у многих блюзманов этот дилей вообще не выключается. Без него. С ним. Понятно, да? Аналоговый дилей — это дилей фон, это дилей объем, дилей условно реверберация. Цифровой дилей — это дилей инструмент, дилей, с помощью которого вы можете писать и делать более интересными обычные партии. При желании его тоже можно доводить до состояния дилея, который добавляет объем, но он всегда заметен, он всегда явный, он всегда создает четкий, понятный повтор на заднем плане во время игры. Ну и друзья, мои друзья, любители Radiohead, всего пост-рока и так далее. Может ли самоосциллировать цифровой дилей? Некоторые могут, но это звучит обычно так себе, и ничего впечатляющего от этого нет. Давайте попробуем. Что такое самоосцилляция? Это когда дилей заводится. Сам от себя повторов становится так много, что они сейчас услышите. Собственно, давайте я покажу на примере аналогового дилея. Аналоговый дилей по классике очень легко уходит в самоосцилляцию. Некоторым для этого даже не нужно никакой гитары, достаточно просто какого-то собственного фона. Вот как и сейчас. Вот это самоосцилляция. То есть, когда мы обычно ручку повторов доводим до максимума на аналоговых дилеях, осцилляция происходит. Прикольный звук. Все мы его слышали в концовке, по-моему, песни «Кармополис» у Radiohead. Вот. Может ли так делать цифровой дилей? Давайте посмотрим. Я бы сказал нет. Я бы сказал, этот цифровой дилей не может. Да и в принципе дилею, скорее всего, нужна какая-то внутренняя модуляция, какая-то неправильная частотка, чтобы это заработало. Как, такой базовый закон. Аналоговые дилеи осциллируют, цифровые дилеи не осциллируют. Удобно ли это? Это, например, неудобно, потому что если у вас много повторов и высокий микс, то аналоговый дилей может заводиться прям поперек вашей игры. Цифровой дилей так делать не будет. Вот и выбирайте, что вам важнее. Эффектность или эффективность. Вот уж не знаю что. В зависимости от целей, друзья. Надеюсь, я ответил вам на базовый вопрос, какой дилей вам нужен, цифровой или аналоговый. Я для себя выбрал все очень просто. У меня есть все эти дилеи.
Для таких, как я, и существуют вот эти макси-комбайны, в которых есть все виды дилеев одновременно. Что не поможет вам включить их два вместе, но это мы, я думаю, послушаем сейчас в миксе. Друзья, а еще лучше просто приходите в магазины Pop Music, послушайте эти дилеи самостоятельно и все остальные дилеи сравните, поймите, в чем разница, и выберите тот, который подходит именно вам. Ну и, конечно, ставьте лайки этому видео, оставляйте свои комментарии, мы стараемся на них по максимуму отвечать. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч, пока-пока. А зачем ты будешь дилей в дилей втыкать? Что-то я не понял. Да просто для интереса.